пришло время поговорить о постановке на учет. Часто женщины меня спрашивают, когда идти к врачу, чтобы становиться на учет. Что означает постановка на учет? Это как раз тот первый визит, когда официально мы говорим о клинической беременности, и женщина после этого наблюдается врачом в течение, например, 9 месяцев, то есть до самих родов. Хотя, конечно, женщины могут менять врачей, но имеется в виду, что вот этот период официального признания беременности. И в этом видео мы как раз поговорим, когда нужно идти к врачу именно для постановки на учет. Итак, визит к врачу. Когда он самый эффективный, самый оптимальный? Мы обычно говорим, что постановка на учет должна проводиться 8-10 недель, а не раньше, потому что для этого есть рациональное объяснение. Дело в том, что почти 80% дефектных зачатий или плохих беременностей завершатся к 8-10 неделям. Поэтому, если, скажем, у женщины были какие-то отклонения, то ей нет смысла бегать по врачам и становиться на учет как беременная женщина. Это не значит, что если у женщины при задержке менструации появляется боль или кровотечение, она не должна идти к гинекологу. На самом деле она идет к гинекологу, но вот именно вот эта карта беременной или все другие документы, которые заполняются при постановке на учет, они требуются при наличии живой прогрессирующей беременности. Поэтому для того, чтобы стать на учет, нужно, чтобы беременность была прогрессирующей, а не замершая. Хотя, конечно же, по-всякому бывает, но в большинстве случаев это прогрессирующая беременность. И, собственно говоря, первый визит длится 30-45 минут, когда врач расспрашивает женщину о прошлом, о перенесенных заболеваниях, о бывших беременностях и родах. То есть очень много-много вопросов, которые важны в прогнозе этой беременности, а также в создании тактики ведения этой беременности. Например, если у женщины в прошлом была преэклампсия, то важно ли поменять тактику ведения этой женщины и наблюдать ее немножко по-другому, чем всех других женщин? Конечно, важно. И мы будем говорить о том, как наблюдать женщин, у которых были в прошлом какие-то осложнения беременности, на что обращать внимание. Так вот, не только проводится опрос, но также осматривается женщина и обязательно оцениваются вот эти определенные риски. И как я говорила в одном из видео, мы говорим о высоких рисках и низких рисках по осложнениям беременности. И это не значит, что эти риски будут определять исход беременности. То есть даже низкие риски могут привести к худшим осложнениям при беременности, и наоборот, высокие риски не оказать никакого негативного влияния на беременность. Поэтому запомните, что риски – это не причина осложнений, не причина заболевания. Риски – это всего лишь фактор, который мы учитываем при ведении беременности. И я приведу вам самый простой пример, например, курение. Курение, оно вредно для здоровья по многим параметрам, поэтому даже не буду рассказывать все о курении. Но для беременности курение вредно в первую очередь и для женщины, и для плода. И поэтому у женщин курящих часто бывает осложнение беременности. И будем ли мы учитывать этот фактор? Конечно же. И мы постараемся устранить этот фактор. Поэтому будем рекомендовать женщине, которая курит, прекратить курение. Значит, таким образом мы стараемся уменьшить воздействие вот этого фактора на будущего ребенка, да и на здоровье самой беременной женщины. Конечно же, не только мы осматриваем женщину, то есть смотрим, есть ли какие-то видимые изменения в теле, но мы проводим взвешивание, мы измеряем температуру тела, мы измеряем кровяное давление, то есть обычный полноценный осмотр, который требуется при постановке на учет. И мы можем предложить забор нескольких анализов, то есть женщина может тут же сходить в лабораторию и сдать ряд анализов, или же мы можем даже провести осмотр в зеркала, гинекологический осмотр и взять анализы, например, из влагалища, то есть материал из влагалища.